Добрый день, уважаемые зрители, подписчики, граждане Украины. Я юрист Валерий Табаков. Сегодня 14 августа 2026 год. Я в этом видео хочу спокойно, без эмоций, без истерик, разобрать очень простую, но показательную историю. Историю о том, как публичное заявление о моральных страданиях, о любви к матери и о борьбе за мову расходятся с элементарной человеческой логикой и с тем, что мы видим в реальных действиях. Речь о Софии Особе, дочери Ирины Фарион. Сейчас она активно говорит о своих моральных страданиях, о том, как тяжело ей переживать гибель матери, о том, что она продолжает дело матери, стоит за мову, борется за справедливость и параллельно требует серьезных денежных сумм, в том числе миллионы гривен моральной компенсации. Это ее право как потерпевшей стороны, но давайте посмотрим не на красивые слова, а на факты и на поведение. Повернімося до того страшного моменту. Як ти дізналася про те, що в маму стріляли? Я забирала малого з садка своєю малою. У мене був 5% на телефоні, розряджений майже. Пішли ми в магазин купити продукти, бо ми мали їхати на море і зняти гроші. І мені телефонують і кажуть, як ви можете це, чому ви можете щось коментувати. А я, здається, вибила, бо я щось не зрозуміла, що я маю коментувати. Тоді подзвонив Любомир Мельничук, і я в якийсь момент пропустила його дзвінок. І вже пізніше я зайшла в Телеграм і все побачила. Новиною в Телеграмі. Так, новину в Телеграмі, і це було дуже тяжко, бо я розуміла, що я маю біля себе, Наталь, 2 малих дітей, яких мені ще треба машиною відвезти до хати, бо я одна, бо чоловік ще не вернувся з Слов'янська. Я просто напомню публично известную версию самого вечера 19 июля 2024 года из уст самой Софии Особы. Мать написала ей, что вызвала такси и едет к ней. Они планировали совместную поездку. Сообщение о вызове такси пришло незадолго до трагедии. По логике любого нормального человека, получив такое сообщение от матери, особенно от матери, вокруг которой уже кипели страсти, угрозы, скандалы, ты хотя бы уточняешь: «Мама, ты уже выехала? Где ты? Все в порядке?» Ты звонишь, ты пишешь, ты беспокоишься. Особенно если знаешь характер матери и обстановку вокруг нее. Что мы видим вместо этого? По собственным рассказам Софии Особы она продолжала обычные дела. Была с детьми, занималась заказом праздника, а о том, что произошло, узнала значительно позже, через звонки журналистов и сообщения в Телеграм. Есть версии и интерпретации, где фигурирует задержка в несколько часов, прогулка, возвращение домой, зарядка телефона. Даже если детали чуть разнятся в разных интервью, суть остается одной. Получив сообщение матери о том, что та едет к ней, дочь не предприняла никаких активных действий, чтобы убедиться, что мать в безопасности
И действительно доехала. Пальцем не пошевелила. Это не мое домысливание, это прямое следствие из ее собственных публичных объяснений. Человек, который сейчас говорит о невыносимых моральных страданиях и о том, как мать была самым дорогим, в критический момент проявил полное отсутствие элементарного беспокойства. Не позвонил, не уточнил, не поинтересовался. А теперь этот же человек говорит, что борется за мову, что продолжает дело матери, что страдает. И параллельно выставляет финансовые требования. Давайте назовем вещи своими именами. Если бы действительно болела душа за мать, первое, что сделал бы любой нормальный человек, это попытался бы установить связь. Особенно, когда мать пишет, что уже в пути. Когда этого не происходит, а потом начинается красивая риторика о страданиях, и о языке возникает закономерный вопрос: а не является ли все это удобной оберткой? Мать уже не может возразить. Язык – удобный и эмоционально заряженный лозунг, который хорошо продается определенной аудитории, а деньги – вполне конкретный интерес. Моральная компенсация в таких делах – это не только о справедливости. Это еще и о сумме. И когда человек, который в момент реальной опасности для матери остался пассивен, потом активно требует крупных выплат и позиционирует себя как главную жертву и продолжателя дела, картина складывается довольно циничная. Я не утверждаю, что София особо не переживает. Я говорю о другом, о несоответствии слов и дел. О том, что публичная позиция «я за мову» и «я страдаю» выглядит сильно слабее, когда мы видим отсутствие самых простых человеческих реакций в критический момент. Если мать тебе дорога, ты не оставляешь ее сообщение без реакции на часы. Если язык тебе действительно важен как ценность, а не как инструмент, ты не используешь трагедию матери прежде всего для самопрезентации и финансовых требований. Это классическая ситуация, когда трагедия превращается в ресурс. Ресурс внимания, ресурс статуса, ресурс денег. И моральные страдания становятся частью этого ресурса. Я как юрист привык смотреть на поведение людей, а не только на их заявления. Поведение Софии Особы в тот вечер, по ее же версии, говорит громче любых последующих интервью. Она не проявила беспокойства, когда мать сообщила, что едет, а сейчас говорит о страданиях и требует денег, прикрываясь языком и памятью матери. Это не про справедливость суда над обвиняемым, это про другое, про то, насколько искренни те, кто сейчас громче всех говорит о страданиях и о высоких идеалах. Когда за красивыми словами стоит простая человеческая пассивность, в момент, когда мама была еще жива и писала, что едет к тебе, доверие к последующей риторике падает очень сильно. Пусть каждый сделает свои выводы, я лишь фиксирую очевидное несоответствие.
Получила сообщение, не проверила. Сейчас говорит о страданиях и о языке. И хочет денег. Мать и мова в этой конструкции выглядят скорее инструментами, чем подлинными ценностями. На этом я заканчиваю. Думайте сами, анализируйте факты, а не только эмоции.